Доброе утро, зрители StopGame.ru. Вы смотрите Инфакт? Студия Critical Hit Games анонсировала Nobody Wants to Die, сюжетное приключение, весьма примечательной особенностью которого является смешение киберпанка и стиля ар-деко. Этот микс уже в трейлере выглядит очень вкусно. Представьте, что там еще фотореалистичный графон сообразят, и вообще шик. Но это я так. Действие игры развернется в Нью-Йорке 2329 года. Человечество научилось сохранять сознание отдельно от тела и таким образом открыло своеобразный путь к бессмертию. Но бессмертие доступно только по подписке. Чувствуете, а? Актуалочка. Главным героем выступает детектив отдела смертности, который едва не погибает, а после приступает за неофициальное расследование. По улицам Большого Яблока бродит серийный маньяк, вырезающий городскую элиту. Наша задача — поймать рецидивиста и пофилософствовать на тему трансгуманизма и бессмертия. Непосредственно в игровом плане мы будем изучать места преступлений при помощи особого устройства, помогающего найти улики. Но это не тупо сканер какой-нибудь. Девайс умеет отматывать время и воспроизводить события, предшествовавшие убийству. Главное в игре — сюжет. По словам авторов, Nobody Wants to Die раздвигает границы повествования и предлагает уникальные сюжетные впечатления. Игра должна выйти когда-то в 2024 на ПК, Xbox Series и PS5. Что будет, если скрестить Death Stranding и Mud Runner, а получившуюся зверушку выпустить погулять по постсоветскому пространству? Получится Заря. Симулятор сельского водила Василия, который разъезжает на своей родной буханке. Его задача — вдохнуть в село вторую жизнь, а для этого необходимо помогать деревенским перевозить грузы, оттаскивать машины, жарить шашлыки за гаражами с мужиками и кататься с Петровичем на рыбалку. Обещают аутентичную атмосферу с постсоветскими стереотипами, воссозданными с большой любовью, езду по проселочным дорогам, полям, прокачку авто и возможность собрать автопарк классических машин. Предчувствую кандидата в игру года. Заря должна выйти в 2024 исключительно в Steam. Руководитель God of War 3 и дилогии Star Wars Jedi Стиг Асмуссен в сентябре прошлого года покинул Respawn, чтобы собрать новую команду и делать игры, которые хочет он сам, а именно одиночные сюжетные AAA-экшены с акцентом на геймплей. Денежки студия Giant Skull решила принимать только от частных инвесторов, никаких издателей, а значит полная творческая независимость. Вслед за Стигом собственную компанию решили основать и выходцы из id Software. Коллектив Empty Vessel собрался из ветеранов, работавших над Doom, Quake, Call of Duty, The Last of Us, Borderlands, Tomb Raider, The Callisto Protocol и прочих мощных тайтлов. А еще за звуковое оформление в их первом AAA-боевике назначили ответственным Мика Гордона. И Giant Skull, и Empty Vessel хотят доказать, что времена, когда игры делали реально горящие идеями разработчики, а бизнес не душил в них этот огонь, никуда не прошли. А главное, никаких игр-сервисов. Какой же кайф. Надеюсь, у ребят все получится, и с нетерпением жду анонсов. Нельзя просто взять и перестать клепать королевские битвы в 2024-м. Rediverse Studios представила новый батл-рояль под названием Open, которым она собирается погрузить геймеров в мир первому игроку приготовиться. И если у вас вдруг проснулся интерес, знайте, в основе проекта лежат принципы цифровой собственности и Web3 технологии, короче NFT. В игре будет несколько режимов, в которых придется научиться хорошо стрелять и умело водить. Предполагается, что в матчах будет только один победитель, который забирает все. Планируется, что в королевской битве будет отдельный биом с атрибутами первому игроку приготовиться. Позже появятся и другие масштабные коллаборации. В состав учредителей студии входит автор книги Эрнест Клайн и режиссер фильма по мотивам Дэн Фара. Проект собираются выкатить на собственной платформе Rediverse. Но даты ни у игры, ни у этой платформы пока нет. Выйдет Open на ПК и текущем поколении консолей. Журналистам дали пощупать двухчасовое демо Rise of the Ronin, и они не могли отделаться от ощущения, будто все это уже где-то видели. Редактор персонажа и боевка на парировании передают привет от Нио и Вулонг. Огнестрел работает как в Bloodborne. То, как подают исторические личности, взято будто бы из первых ассасинов. Планер так вообще. Алло, Зельдочка? Ты сейчас упадешь. Вместе все эти элементы работают отлично, но нового нет вообще ничего. Странная штука получилась
получилось с битвами. С одной стороны, они доставляют, но ровно до того момента, пока ты не начнешь сбиваться с темпа из-за того, что игра не помогает тебе читать движения противников. Даже в битве с самыми слабыми врагами приходится тратить время на то, чтобы оценить все их движения. Как и в Нио, здесь придется постоянно менять стойки, сталкиваясь с разными противниками. Открытый мир не удивляет толпами статистов или высокой детализацией. По карте разбросано множество активностей, от простых до целых цепочек побочных квестов. Есть и случайные столкновения. Некоторые из них можно решать мирно, не обнажая меча. В целом, своим open world'ом Rise of Ronin слишком напоминает Far Cry. Карта усыпана иконками, а у каждого региона есть счетчики прогресса. Местные пейзажи могут выглядеть очень кинематографично, чего не скажешь о моделях персонажей и окружении. Порой картинку сложно отличить от игр прошлого поколения. Насколько это может интересно играться, узнаем уже 22 марта. А теперь кратко по оставшимся новостям. Dark Souls Arc Thrones, масштабная модификация для Dark Souls 3, обзавелась свежим трейлером и новой датой выхода демки. Суть мода — объединить регионы 2 и 3 частей и рассказать альтернативную историю. Демо-версия появится 15 марта. Среди слитых материалов Insomniac Games удалось раскопать трейлер отмененной игры сервиса Spider-Man The Great Web. Игра должна была стать смесью Marvel Spider-Man и GTA Online, где каждый сезон посвящался бы определенному выпуску комиксов. Ролик смотрите по ссылке в описании. Там же найдете ссылочку на свежий 20-минутный геймплей Grey Zone Warfare, экстракшн-шутера в открытом мире в духе Таркова и Армы. Видео демонстрирует одну из миссий с высадкой, зачисткой банды враждебных NPC, сбора необходимых предметов и эвакуацией. Игра выйдет в раннем доступе где-то посреди 2024-го. Ну а на этом у меня все. На сайте stopgame.ru читайте еще больше новостей и текстовый обзор Taxi Life A City Driving Simulator от Алексея Лихачева. Приятного аппетита и хорошего дня!